Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такой очаровательный шарик на елку. Посмотрите, какой он красивый. Вяжется из двух половинок. И соединяем эти половинки мы между собой при провязывании последнего ряда второй половинки. Вязать его очень просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Свяжем такие нежные, ажурные елочные шарики. Вязать его я буду из ниток ромашка. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. В 75 граммах 320 метров. То есть в 100 граммах получается 426 метров примерно. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Размер такого шарика у меня получился, я могу сказать только длину окружности, потом 28 сантиметров. Потом посчитаем по формуле диаметр и радиус. А если по экватору, так, сейчас еще раз, так, также 28, ровненький, очаровательный шарик. Схема состоит из 3 рядов, поэтому вязать его быстро, просто и интересно. Если вам нравится, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Спасибо, что смотрите рекламу, не пропускаете, я это вижу, мне это очень помогает. Также хочу напомнить, что вы можете поддержать канал мой. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Давайте приступим к работе. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замыкаем в кольцо в начальную петлю при помощи соединительного столбика. Вяжем первый ряд. Хвостик мы сразу обвязываем. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это первая ножка кластера из 3 столбиков с 2 накидами. Делаем 2 накида и в кольцо провязываем столбик с 2 накидами не до конца. Закрыли 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, вставляем крючок в колечко и провязываем 2 накида. 3 петли на крючке, подхватываем рабочую нить, закрываем. Провязали начальный кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид и в 3 петлю от крючка 1, 2, 3 вставляем крючок и провязываем столбик с накидом не до конца, закрываем 1 накид, 2 петли на крючке, накид и сюда же в эту петлю провязываем еще 1 столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке, закрываем. Кластер из 3 столбиков с 1 накидом. Далее набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид. В 3 петлю от крючка 1, 2, 3. 4 у нас остается свободной. Это у нас арочка будет из 1 воздушной петли. В 3 петлю провязываем также еще 2 столбика с накидом не до конца. 1 накид. И сюда же в эту 3 петлю
второй столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке, закрываем, провязали кластер еще один из 3 столбиков с накидом. Но первый столбик нам заменяют 3 воздушные петли. Так, делаем 2 накида. И теперь в кольцо, не забываем хвостик обвязывать, провязываем кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Закрываем 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида. Сюда же провязываем второй столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида и третий столбик с 2 накидами не до конца. Закрыли 2 накида, 4 петли на крючке, подхватываем нить и протягиваем через все петли. Это у нас кластер из 3 столбиков с 2 накидами. И снова вяжем вот такую же комбинацию из 2 кластеров и арочка из 1 воздушной петли посередине. Давайте еще раз вместе провяжем. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид. В третью петлю провязываем 2 столбика не до конца с 1 накидом. Четыре воздушные, 1, 2, 3, 4. В третью петлю от крючка также провязываем 2 столбика с 1 накидом не до конца. Первый и второй. Не забываем, что 1 свободная воздушная петля у нас остается. Так, 3 петли закрываем, 2 накида и снова в кольцо в основное вяжем кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Первый столбик, 2 накида, второй столбик, 2 накида, третий столбик не до конца, 4 петли на крючке, закрываем. Мы с вами провязали 1, 2, 3 кластера, 3 лепесточка. У нас их должно быть 10. Давайте 7 раз еще провяжем, а когда начнем вязать вот эту группу, последнюю, мы с вами встретимся и вместе ее провяжем. Подходим к концу ряда. Мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лепестков. И теперь делаем 3 воздушные петли, довязываем наш ряд. Также в третью петлю провязываем 2 столбика с 1 накидом. Здесь у нас без изменений. 3 петли на крючке, закрываем. И теперь нам нужно сделать последний кластер. Для этого мы набираем, делаем 2 накида, вставляем крючок в вершину первого лепестка, первого начального кластера из 3 столбиков с 2 накидами, и в него провязываем столбик с 1 накидом не до конца, закрыли 1 накид, снова накид делаем, сюда же вставляем крючок, второй столбик с накидом, закрыли накид, накид и третий столбик, сюда же в вершину начального кластера. Вот у нас сейчас 5 петель на крючке, подхватываем рабочую нить, протягиваем через 4, 2 петли на крючке, закрываем оставшиеся петли. Вот так. Первый ряд у нас готов. У нас получилось посередине как раз арочка из 1 воздушной петли. Мы ее сформировали таким образом. Давайте хвостик сейчас сразу обрежем. Мы его уже обвязали, он никуда не денется. Так, вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с 1 накидом. Накид, и сюда же в эту арку вставляем крючок, вот так.
прям в большую петлю под арку. Провязываем столбик с накидом еще один. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Переходим к следующей паре кластеров. И также под эту большую арку провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, накид, и второй столбик с накидом сюда же. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И сюда же в эту арку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Пять воздушных. Арка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Переходим к следующей группе из 2 кластеров. И также между ними под арочку из одной воздушной петли провязываем такую же комбинацию. 2 столбика с накидом. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И еще 2 столбика с накидом сюда же под эту арку из одной воздушной петли между 2 кластеров. Так, вот что у нас получается. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 5 воздушных. И нам нужно сделать в первую арку, которую мы формировали, еще 2 столбика с одним накидом. Провязали. И вместо последней арки из 5 воздушных мы делаем 2 воздушные петли. 1, 2, накид. И в третью воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с накидом столбик с накидом делаем. Формируем арку. Второй ряд у нас готов. У нас получилось 20 арок из 5 воздушных петель. Вяжем третий ряд, последний. В эту арку, которую мы сформировали, провязываем столбик без накида. Это у нас начальный столбик без накида. 2 воздушные петли. 1, 2. Накид. И в следующую арку из 5 воздушных провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные. 1, 2, 3. И в эту же арку провязываем еще 3 столбика с накидом. Итого 6 столбиков у нас в этой арочке. Далее 2 воздушные. 1, 2. В следующую арку, вот между 2 кластеров, провязываем столбик без накида. 2 воздушные. 1, 2. В следующую арку 3 столбика с накидом. Здесь у нас уже повторяется раппорт нашего узора. 3 воздушные петли. И еще 3 столбика с накидом. Так, провязали. Снова 2 воздушные, столбик без накида в следующую арку, 2 воздушные.
Все, вяжем по рисунку самостоятельно. Подходим к концу ряда и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Наша первая деталь будет готова. Давайте ее довяжем до конца. Ну вот, первая деталь, шарик, готова, первая половинка. Вот так она выглядит в расправленном виде. Я ее уже растянула немножечко, расправила все перышки. Так, давайте самостоятельно свяжем вторую деталь, первый и второй ряд. А когда начнем вязать третий ряд, встретимся и вместе начнем соединять между собой детали. Ну вот, я вяжу вторую деталь, провязала 2 ряда, как мы и договаривались. Будем вместе соединять с вами. Так, начинаем вязать третий ряд второй детали, второй половинки. Делаем столбик без накида в арку последнюю, 2 воздушные петли и в следующую арку провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. Наши детали мы будем соединять вот за эти острые лучики. У нас будет 10 точек соединения. Итак, складываем детали изнаночными сторонами вовнутрь, вставляем крючок в арку первой детали, арочка из 3 воздушных, и делаем соединительный столбик. Соединили. Еще 1 воздушная петля, доделываем арку, переходим ко второй детали и провязываем 3 столбика с накидом в эту же арку, куда мы провязывали 3 столбика перед этим. Далее по рисунку также 2 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку, 2 воздушные, 3 столбика с накидом в следующую арку. Вяжем вторую деталь, доделываем. Далее у нас должна идти арка из 3 воздушных, но вместо нее мы делаем 1 воздушную, переходим к первой половинке и также в следующую арку делаем соединительный столбик, 1 воздушная петля и продолжаем вязать вторую деталь, 3 столбика с накидом в эту же арку. Вот такие у нас соединения уже 2. 2 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку, 2 воздушные петли и продолжаем вязать по рисунку. Соединяем все 10 арочек между собой, довязываем деталь, прячем кончики ниток и ставим наш шарик на блокировку. Я свой шарик обрабатывала клеем ПВА. В других видео по вязанию шариков я показывала это подробно. Ссылку на те видео я оставлю в описании. Можете перейти по ним и посмотреть, как я это делаю. Вот такой замечательный шарик у нас с вами должен получиться, ровненький. Как видите, вязать его несложно. Очень красивый узор. Если вам понравилось это видео,
ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!